Пластмассовыми машинками, ребята, вы нормальные сумки не сделаете. Синий в любых оттенках пробирает. Да, друзья. Кончик, наконечник состоит тоже из кожи, только быка. А что самое главное должно быть? Удовольствие. От процесса самого. Ну, кончик тоже стирается иногда, да? Со временем. О, работает, друзья. Хочу вас познакомить с моим другом и соратником, можно сказать. Олег его зовут. Привет, Олег. Он меня сегодня привел в место, от которого у меня башка взорвалась, грубо говоря. Я никогда не видел, что такое бывает. А мы с вами находимся в его ателье, можно так сказать. Мастерская. Мастерская, да. Правильно будет сказать. Я как раз Олегу говорил, что я делал тут недавно фотосессию, ну, как бы случайную такую, как не случайно. Увидел там вот такие машинки интересные. Это кто делает? Фортуна. Это Фортуна, а так немецкая. А, немцы, да. Тоже, видите, огромное количество хрома, всяких ручек. Телефонные ручки можно. Да, но больше всего, мне кажется, привлекло, когда я вижу все, что связано с ручной работой. И, друзья, вы знаете, что такое ручная работа, насколько она занимает времени, энергии и всего остального. Вот с чего начинается, в принципе, можешь рассказать людям? Ну, Начинается, думаю, с модели, лекал, да? Начинается, лекал, естественно, с лекал. Дальше это макет, который показывает, правильно или неправильно нарисовано и создано. Вот. Ну а в дальнейшем, если все устраивает, то начинается пошив из оригинальной кожи, натуральной кожи, которая, собственно говоря, Слушай, а как называется цвет? Это Цвет меня пулап. вообще, меня просто... Это пулап синий, темно-синий. Как вы, друзья, считаете? Я, честно говоря, просто... Такое впечатление, что, знаешь, где-то глубокий океан, да? Deep Ocean, можно так сказать. Ну и, конечно, структура, то, что фотография нормально может показать. Ну, вам, конечно, это... Запахи не передаются через камеру, но я могу сказать, что, поверьте, это стоит того, чтобы этим заниматься. Поэтому, да. Она должна быть приятна. Хотя некоторые с солью пьют. Да, Ну да, в Турции с солью, там в других местах я знаю. Да, ну так, конечно, когда блестит от этой лампы, уже свет другой совсем. Нет, это, конечно, надо снимать макро. Что-то убрать лампу или что? Да не, я думаю, что просто мы переснимем потом. Ну, давай уберу лампу. Не, без штатива здесь не сядь при таком свете, абсолютно. Ну смотри, кончик кожи это темно-синий, там видишь Мгм. центр самый вкусный. То есть, Мне кажется, вот этот вот. Да, конечно, переход и срез сам, это надо Да. обязательно со штативом делать, и так это не снять. ну скоро этого не будет, поэтому Скоро это превратится в сумку, я могу сказать. А какая сумка будет? Какой лекала? это будет две деловые сумки, одна женская, другая мужская, для деловых встреч. Таких, как мы? Да. Ну, там нет подписания миллионных контрактов. Ну понятно, да. Ну тогда должны там помещаться как минимум А4, наверное, да? А4 и да, ноутбук, MacBook. Мгм. Вот это вот, допустим, макет сумки для MacBook. Или Да. iPad Pro новый, который только показали, 13-й. Который Вообще. по мощности просто идеально. Да, идеально. Тут отдельный карман для него. Все, так сказать, ровно. Ну, эти вот лекалы. Ну, это, естественно, черновик. Мгм. Оригинал будет. Он уже есть оригинал, но уже продан. Уже у клиента. Что нужно делать? Спешить, заказывать. Да, пишите, заказывайте. И, соответственно, персональную вышивку можно сделать. Персональный Логотип, логотип, да, компании. клеймо какое-то, да, наверное? Нет? Да, это можно обсудить. Если это юридическое лицо, то, соответственно, для всей компании можно будет сделать определенные чехлы для ноутбука, либо портмоне с логотипом компании, и чтобы это было наглядно, видно, что компания ценит натуральный продукт и натуральные вещи. Да, кстати, по не вопрос по поводу поддельные. фурнитуры. Мы как раз вот сейчас ходили с тобой с фурнитуру, смотрели всякую красивую, интересную. Это выбирает заказчик или все-таки это в плане дизайнера все вместе это должно как-то Это решаться? да, это надо обсуждать все вместе. Я слышу клиента, но если мы обсуждаем какую-то определенную модель, то там должно быть подходящая фурнитура. То
То есть, Ну, вот речь про это, что профессионал ну, дает рекомендации, собственно говоря, он как бы и делает модели. А если заказчик хочет что-то поменять, то насколько ты идешь иду на поводу? Не то, что на поводу, иду навстречу, но говорю, что здесь это не будет смотреться настолько стильно, как оно должно быть. Ну, опять же, да, я специалист в разных областях. Да. У меня переговоры идут по-деловому, скажем так. Идем навстречу, но есть моменты, которые обсуждаем. Так, не так. Всегда есть выбор. Всегда есть выбор, поэтому можно договориться. Ладно, друзья, я решил попить кофе пока. Вы подумайте вообще. Успеете вы к сезону, к отпускам заказать себе сумку своей мечты? Знаешь еще, друзья, в чем прикол? Вот в обычный стол, да, рабочий, как бы, ну, люди там что-то клеят, там что-то записывают, бумаги подписывают, наверное, да, Олег? Но даже этот стол покрыт чем? Не пленкой, а кожей. Причем кожей не искусственной чебурашкой, а настоящей кожей, понимаете? То есть это говорит о чем? Ну, я думаю, что о многом говорит. Что ценят? Ценит свой труд, и рука должна дотрагиваться только до натурального. А здесь, кстати, я могу пример привести, Олег. На одном из объектов я делал систему достаточно дорогую, в очень интересном месте, и там пришла мебель. И она настолько красивая была, это из редких сортов. Вот, это- И один из прорабов сказал, что типа нельзя там трогать, открывать чехол, ну как бы смотреть ее как-то. Но мне повезло, был мастер, который имел к этому отношение. Он подошел и сказал, что ты не сможешь никогда оценить качество мебели, как только если прикоснешься ее рукой. И именно самые дорогие, самые лучшие производства в мире, в том числе кастомные какие-то вещи, их нужно обязательно трогать рукой. Он заставил меня, грубо говоря, взять руку, потрогать эту мебель, ощутить этот лак, увидеть этот цвет. И после этого я понял, насколько вот мебель, которая ручная, которая сделана на заказ, и мастером именно. Поэтому здесь то же самое, я думаю, что пока ты не Да. попробуешь вот Да. это руками, тебе могут рассказывать, что это кожа натуральная. Но кожа натуральная, вот сколько сортов натуральной кожи и сколько видов натуральной кожи. Она же вся кожа, прессованная тоже кожа, да? Да, но по-другому себя ведет. Да. Опять-таки, с каких частей животного, да? Ну, в Ну, основном, надеюсь, не плечнера. в основном используется корова, Корова, да. теленок, овчина мягкая, Да. вот, ну и... Мы тут вот, разговаривали про экзотическую, кстати, с а тобой. я даже больше скажу, бильярдный кий, кончик, наконечник, состоит тоже из кожи, только быка. Потому что другое свойство, другое. Чем ударяется кий об шар? Это кожа. Везде кожа. Куда ни дотронься, Ну, тогда я могу только одно сказать. Я в бильярд, когда играл в обычный, меня, кстати, учил русскому бильярду. Точнее, как получилось? Да, он меня русскому учил. Стивен Хилл. Это из компании Straightwire, в Флориде живет, как бы владелец завода. А я как бы играл с ним вместе. Но, честно говоря, мне показалось, что там был просто обычный деревянный какой-то и просто мелом мазали. Видишь, я не знал, что там есть кожа тоже. Кожа тоже. И Сережа тоже. Все, кто ходит в кроссовках, все носят джинсы. И даже те, кто в туфлях, да? Да, у меня он Что ты про синий говорил? Пробирает? синий в любых оттенках пробирает. Да, друзья, Даже вы не костюм знаете, просто целый. Олег еще и бильярдист, заядлый, можно сказать, да? Да, русский бильярд это Да. моя слабость. И вот отсюда будет чехол для бильярдного кия. Ну, слушай, ну она по толщине даже другая, да? Да, Это именно из-за того, что для дерева, именно для таких... Ну, должно быть сохранность. Тогда вопрос следующий. А если касаемо вот дорогой техники, например, тех же самых планшетов, тех же самых каких-то ноутбуков дорогих, там вот жесткая кожа не используется? Или это другая Не специфичность? обязательно, потому что там может быть мягкая подложка, Мгм. которая будет, ну и, собственно, Основанием самим, да? основанием всё, соприкасаться с техникой будет подкладка. Я почему спросил, потому что я видел, поскольку ребята знают, друзья, что я чехлами интересовался, и прежде чем найти как бы баллистические чехлы пластиковые, да, Макфул, я интересовался и кожаными чехлами. И там были во времена даже вот там 10 лет назад, ты помнишь, такие из толстой-толстой кожи,
Почему я об этом и говорю? Они делают что? Я увидел у них, что они скупают очень старую кожу, которая 50-60 лет, такую уже всю коричневого цвета, и делают из них ремешки для Apple часов. Это, кстати, тоже вопрос, вот, насколько это сложно и насколько материалы сильно отличаются, когда вот такие маленькие какие-то кожаные изделия. Это же вообще другая тема совершенно. Ну, если делает мастер, швея, И у него руки растут. да, С правильного места. опыт у него, да, то неважно, старая, не старая кожа, вопрос просто как иголка пройдет. Ровно, как шов пройдет, ровно или неровно. Края тоже заделаны. Ну, это нужно в первую очередь зависит, я думаю, что от инструмента, а потом уже от мастера. Да. Да? Если инструмент изначально, грубо говоря, обычный, то ничего не получится. Честно Нет? говоря, можно дискуссировать на эту тему долго, потому что даже отсутствие хорошей техники, Ну да. если мастер правильный, Ну да. то... А мы сегодня, друзья, видели с Олегом, я обратил внимание, на ручную машинку. Жалко, я не сфотографировал. Я думаю, что успеем. Я уже сказал, что можно с собой в случае катаклизма брать такую штуку, разделать лося там или кого-то и сразу прошить. Вот такого размера металлическая штука. Швейная машинка размером, не знаю, там, с баллончик, с какой-то... Чуть больше зажигал. Да, чуть больше зажигалки. Я, честно говоря, был шокирован, что такие инструменты есть. Но это все ручное, чтобы вы понимали. Поэтому как бы, они работают без электричества. Для тех, кто не в танке. Бильярдного кия не кончик, а наклейка. А кончик где? Кончик у кого? Наклейка Да. из кожи. Да. Она стирается, ее потом убираешь, клеишь новую. Поэтому она наклейка, но она разная по жесткости, по мягкости. Ну, кончик тоже стирается иногда, да? Со временем. Мы про бильярд. Про бильярд. Исключительно. Олег говорит, что он не будет делать здесь кожаную обработку, да? То есть... Но ты знаешь, я не думаю, что надо загадывать. Нельзя загадывать, потому что вполне возможно, что... Я из этой кожи сумку сделаю и продам ее, и увижу улыбку покупателя, нежели чем она будет висеть. Это можно сравнить с пластинками, которые висят на стене, Да, которые не слушают. Которые не слушают, да. Замечено, правильно. Или фотоаппарат, который лежит в чехле, пылится, да, но не заряжается пленка. Ну, Точно. примерно так. Ну, кстати, портрет классный получился, да, тогда? Помнишь, я тебе высылал? Да. Это портрет сделан, первый мой портрет, сделанный на ралли-корт 1934 года. Это вот этой камерой. 1934 года. Я потом, когда вскрыл, увидел зеркало и нашел гравировку, там даже месяц стоял, 1934 год. То есть камере скоро будет 100 лет. Но она до сих пор работает. Только пленку заряди. Также машины эти тоже, они будут, я думаю, что работать после нас. Только кожу заряжай, и все будет хорошо.